Всем привет! В этом видео мы рассмотрим важность правильного выбора временного интервала при торговле на валютном рынке. Мы поговорим о плюсах и минусах различных таймфреймов, конечно же о том, как выбрать таймфрейм, подходящий именно вам, для вашей торговой стратегии, для вашего образа жизни. Что такое таймфрейм? Таймфреймом на торговом графике называют время формирования свечи, либо бара, если вы вдруг старовер и предпочитаете этот тип отображения графиков. Таймфрейм в терминалах MT4 и MT5 может быть от 1 минуты, когда время формирования одной свечи это 1 минута, и каждую минуту рисуется новая свечка, и вплоть до 1 месяца, когда одна свеча это 1 месяц, и новая свечка нарисуется только в конце месяца. Можно сравнить таймфреймы с измерением длины. В чем мерить? В сантиметрах, метрах, хотя расстояние от этого не меняется. Точно так же и история изменений цены не меняется, мы просто смотрим на нее под другим углом. Таймфрейм — это первое, что вы должны выбрать после того, как открыли новый график. Панель смены таймфреймов располагается сверху над графиком. В MT4 чуть ближе к центру, в MT5 чуть ближе к левому углу. Возможно, у вас где-то чуть-чуть сдвинуто в зависимости от версии билда программы. Так, таймфрейм — это разные перспективы взгляда на один и тот же график. Можно разглядывать одну и ту же местность с высоты птичьего полета, а можно разглядывать ее под микроскопом. Местность от этого не поменяется, но то, что вы увидите или не увидите, будет отличаться. Так, возьмем пример. Свеча дневная, D1, она выглядит вот так. Казалось бы, что тут было? Цена ходила вниз, цена ходила вверх, закрылась вблизи уровня открытия, в принципе, ничего такого сверхъестественного. А если посмотреть на эту же свечу, которая занимала ее формирование целый день здесь, посмотреть на часовой график, здесь уже более драматично. Да, вроде как вниз собирались, потом резко развернулись и в итоге ничего. А если посмотреть на эту же свечу в разрезе M15, то есть 15-минутные свечи, одна свеча формируется 15 минут, прямо M15, то у нас вообще тут бородинские сражения, баталии, кровь и слезы. И представьте, вы купили, продали, неважно, на открытии дня на дневном графике, пришли вечером домой, открыли терминал, посмотрели, никуда особо цена не ходила, пофиг. Представьте, если бы вы сидели каждый час, проверяли цену и отслеживали движение на часовом графике, то тут здесь у вас были бы взлеты и падения, чуть более эмоционально, но тем не менее. А вот если бы вы на M15 сидели, то здесь у вас было бы целый вагон и маленькая тележка эмоций. Печаль, радость, апатия, надежда. А если вдруг решили бы пощекотать себе нервишки на М5, то тут вы бы за день очень много раз испытывали подъемы, падения, скуку, апатию, в общем, все подряд. Также обратите внимание, кому-то это может показаться очевидным, но мне недавно задавали такой вопрос, поэтому скажу, на разных таймфреймах один и тот же индикатор с одними и теми же параметрами будет показывать разное. Вот смотрите, на дневном графике MACD, стандартный индикатор, показывает нам на часовом падение, а на M15 тоже откат на падение. Если мы сменим таймфрейм, допустим, на M1, то у нас вот тут как раз нулевую линию недавно пробила цена и показывает рост. То есть показания индикатора зависят от таймфрейма. Это же относится, естественно, к любым индикаторам, к любым свечным паттернам, всему техническому анализу. Когда на дневном графике может быть тренд вверх, на часовом графике может быть тренд вниз, на M15 может быть флэт, так далее. И давайте коротко пробежимся по каждому таймфрейму. Итак, недельные графики, где одна свеча формируется целую неделю. Это долгосрочные тренды и важные уровни. Это трейдинг для тех, кто познал дзен, либо для тех, у кого совсем мало времени, так как можно проверять графики и нужно проверять графики раз в неделю. Стоит обращать внимание на уровни, которые совпадают на недельных и на дневных графиках, так как это мощные препятствия на пути движения цены. Поэтому вы можете заглядывать на недельный график не для торговли, а для разметки важных уровней, которые бросаются в глаза. Дневной график. Пожалуй, я назову его самым ценным, самым значимым таймфреймом. Уровни на дневных графиках дают возможность торговать свинги, вот такие движения от уровней. В старые добрые времена, когда компьютеров не было и в помине, единственным торговым таймфреймом был, по сути, D1, дневной график. Трейдеры чертили графики от руки, основываясь на ценах открытия и закрытия рынков из газет. Также вручную с помощью формул
линейки строили индикаторы на графиках. Все классические индикаторы и свечные паттерны были найдены на D1 таймфрейме на дневных графиках, поэтому на этом таймфрейме они и работают лучше всего. На дневном таймфрейме проверяем позицию раз в сутки. Минусом дневного графика является то, что при переносе позиции на следующий день вы платите своп. Вообще своп — это разница между процентными ставками различных валют, и он может быть как положительным, так и отрицательным, и он должен в идеале высчитываться на основе этих самых процентных ставок, но по факту очень часто брокер считает его как хочет. Поэтому проще всего рассматривать своп как комиссию за удержание позиции больше суток. Не так страшен своп, как его малюют, его размер не такой большой, и размеры движений на дневных графиках, как правило, компенсируют эти издержки, но тем не менее они присутствуют, о них стоит помнить. Смотреть размер свопа вы можете на сайте своего брокера, а как это ощущается на практике, вы можете, открыв позицию по валютной паре, и оставить ее на ночь и посмотреть, что стало с ней на следующий день. У вас будет своп. 4-часовой график, H4, я его называю, но некоторые тоже. Это максимальный таймфрейм для внутридневной позиционной торговли. На нем можно найти хорошие точки опоры, уровни, от которых цена будет идти до конца дня, и в конце дня просто закрыться, чтобы не платить те самые свопы. Но при такой внутридневной торговле на 4-часовом графике сделки будут, в принципе, не каждый день. Также 4-часовой график называют идеальным местом для разметки FIBA уровней, так как здесь они отличаются повышенной точностью. И проверяем мы 4-часовой график несколько раз в сутки. У меня был период, когда я где-то полгода или даже год заводил будильник ночью и каждые 4 часа просыпался и проверял 4-часовые графики. Не повторяйте эту ошибку, здоровье дороже. Лучше выставить take profit, стоп-лосс и спокойно себе спать. А вот в течение европейской и американской торговой сессии проверять 4-часовой график стоит каждые 4 часа, соответственно, на открытии новой свечи. Наиболее точный и оптимальный таймфрейм для внутридневной торговли. Второй после дневного графика по ценности для трейдера. Здесь хорошо работает теханализ. Это точный таймфрейм, самый точный таймфрейм из краткосрочных. Удобно разделять торговые сессии, да, так как одна свеча — это 1 час. Удобно найти, где начиналась американская, где начиналась лондонская. Проверяем, соответственно, каждый час в течение Лондона и Америки. Позиции на ночь лучше не оставлять. М30. Еще и не скальпинг, но уже и не трендовая торговля. Малопопулярный специфический таймфрейм на любителя. Крайне не рекомендую новичкам проверять примерно раз в час, если уж вас каким-то образом туда занесло. М15. Наиболее оптимальный из краткосрочных ниже 1 часа таймфреймов. Это максимальный таймфрейм для скальпинга. Часто используется для более точных входов на сигналах с 4-часового графика, с часового графика. Весьма популярен в индикаторных стратегиях, также в советниках М15. И если уж вы решили лезть ниже часа, то ниже М15 лезть я вам не советую, остановитесь на М15. Проверять раз в полчаса примерно. Ну и М5 и М1 это таймфреймы для скальпинга, для людей с железными нервами, с кучей свободного времени. Проверять, соответственно, каждые 5-10 минут. Итак, как же выбрать таймфрейм, подходящий именно для вас? Первый вопрос, который стоит себе задать: сколько времени вы можете уделять трейдингу и сколько раз в день вы можете проверять графики. Да, можно торговать со смартфона, но у вас поле зрения весьма ограничено небольшим экранчиком, и если вы используете индикаторы, то вы можете использовать только стандартные индикаторы, которые есть по умолчанию в MetaTrader. Их количество в мобильной версии MT4, MT5 не столь велико. Здесь только классические, самые известные индикаторы. Если удалить все индикаторы с графика, то, конечно, здесь можно построить уровни очевидные, найти какие-то свечные паттерны, бросающиеся в глаза, но все равно это не столь удобно. На планшете дела обстоят, конечно, чуть-чуть получше, но тем не менее. Поэтому, если планируете использовать для трейдинга смартфон, я бы рекомендовал сразу обращать внимание, изучать именно стратегии, которые используют либо чистый график, price action,
Smart Money и тому подобное, либо стратегии, которые используют классические индикаторы, которые есть даже в мобильной версии MetaTrader. Ну и банально, если вы можете проверять графики только раз в день, то для вас D1. Если можете проверять пару раз в день, то это 4-часовой график, а возможно часовой, зависит от стратегии. Если у вас есть возможность проверять позиции именно в начале лондонской сессии, в начале американской сессии, то в принципе нескольких раз в день для часового графика может быть достаточно. Опять же, зависит от стратегии. Ну а все, что ниже часового графика, то это, извините, стоит наблюдать раз в час, либо чаще. Стиль торговли. Ну, здесь, опять же, все довольно-таки очевидно, я уже и говорил. Скальпинг — это М1, М5, М15 максимум, если вы собираетесь торговать часто в течение дня. Возврат к среднему — это когда вы видите, что цена слишком далеко убежала от своего среднего значения и рассчитываете на то, что она к нему вернется. Возврат к среднему — это от М15 до часового графика. Трендовая торговля внутри дня — это часовой график и 4-часовой график. Свинги, позиционный трейдинг — это дневной график, и долгосрочная торговля — это недельный график. Если у вас вдруг есть время только раз в неделю на проверку графиков, то, соответственно, недельный график — ваш выбор. Неочевидный вопрос: как быстро вы способны проанализировать ситуацию на графике по price action, либо по какой-то другой стратегии, по которой вы торгуете. Если на дневных графиках вы можете думать хоть час, заварить себе чаю, разжечь благовоние, помедитировать и прийти к верному решению, то если новые свечи формируются каждые 5 минут или каждую минуту, то, извините, времени у вас не будет. Времени передумать у вас тоже не будет, да, как на дневном графике. Поэтому учитывайте ваши навыки анализа, навыки скоростного анализа. Вполне возможно, что анализ у вас хороший, но скоростной анализ не очень. Это зависит от типа личности. Довольно много людей, которым нужно подумать, посидеть, помедитировать. Поэтому фактор скорости принятия решений тоже стоит учитывать. Следующий вопрос: совместима ли ваша стратегия с выбранным вами таймфреймом? Есть убеждение, что в целом чем выше таймфрейм, тем точнее работает стратегия. В целом я с этим соглашусь, но не всегда. Существуют стратегии, существуют паттерны, которые работают лучше на коротких таймфреймах, чем на длинных. Поэтому лучшее, что вы можете сделать, взять выбранную вами стратегию и просто посмотреть, как она отрабатывает себя на выбранном вами таймфрейме. Возможно, не стратегия плохая, а просто таймфрейм для нее неподходящий, либо же наоборот. Также при расчете торгового лота и стопа на дневном графике вам может показаться, что стопы огромные, вам нужен огромный торговый капитал. Но для этих целей, для более точного мани-менеджмента с небольшим капиталом, придумали центовые счета. На центовом счету у вас при размере счета, допустим, $170 будет 17 тысяч долларов. Далее фактор стресса. Торгуя на дневных графиках, вы испытываете гораздо меньше стресса, чем при торговле на М5. Чем ниже таймфрейм, тем больше вы совершаете сделок и тем больше комиссий платите брокеру, так как каждый раз при открытии и закрытии сделки вы платите спред. Еще одно интересное, несколько философское утверждение тоже на подумать. Чем дольше вы находитесь в сделке, тем больше риск, так как чем дальше горизонт событий, тем сложнее его предсказать. А чем короче торговля, тем проще вашим алгоритмам, стратегиям, индикаторам предсказать события на рынке, так как горизонт событий менее долгосрочный. Но самый оптимальный способ подобрать таймфрейм, подходящий именно вам, это пробовать и смотреть, успеваете ли вы анализировать сделки, хорошо ли работает ваша стратегия, не слишком ли много уходит на комиссии брокеру из-за того, что вы часто слишком открываете сделки. В общем, все познается на практике. Также, если вы всегда торговали на часовом графике, попробуйте поторговать на другом таймфрейме. Далее, не переключайте таймфреймы. Если вы увидели сигнал, допустим, на 4-часовом графике, на котором вы торгуете, на покупку, вы купили, но рынок, собака такая, никак не хочет идти наверх, и уже по-хорошему понятно, что в принципе вам пора закрывать позицию, но вы смотрите часовой таймфрейм. О, тут какая-то свечка наверх нарисовалась. Возможно, сейчас попрет рынок наверх. В общем, суть такова, что вы переключаете таймфреймы и ищете, где же ситуация совпадает с вашим желанием того, куда должен идти рынок. Так вот, это фигня полная. Да, может быть, рынок развернется, но в целом
Если вы торгуете на 4-часовом графике, ставьте стопы на 4-часовом графике, открывайте сделки на 4-часовом графике. Если вам 4-часовой график говорит, что пора выходить, выходите. Не ищите надежду на более низких либо более высоких таймфреймах. Можно, кстати, искать надежду не обязательно ниже, но и выше. Что вот да, сейчас цена идет там вниз, но на дневках, а может быть... А вот по недельным графикам долгосрочный тренд вверх. Если я посижу достаточно долгое время, то цена пойдет. Не тешьте себя ложными надеждами. Есть такая техника, как совмещение таймфреймов, когда вы ищете сигнал изначально ждете на часовом графике, либо на 4-часовом, а ищете более точный вход на М15, но это немножко другое. Это про более точные входы, и техника эта для новичков не самая подходящая, я бы крайне не советовал, потому что она замыливает восприятие. Вот когда немножко подаруете какое-то время, ну хотя бы, не знаю, полгода-год, тогда да, можете совмещать таймфреймы. Ранее не надо, вы только себе внесете кучу сумбура восприятия рынка в торговую перспективу. Какой таймфрейм лучше? Я проводил опросы у нас в Телеграм-канале, в группе ВКонтакте. Ну и, соответственно, лидируют D1 и часовой график, и также 4-часовой график. Вот на эти таймфреймы я вам советую ориентироваться. Лично мое мнение, все-таки дневной график и часовой график. Это вот самые важные, самые главные таймфреймы. Но ни один новичок не будет торговать на дневном графике на D1, потому что слишком скучно. И заканчивая это видео, если совсем кратко все суммировать, то новичкам, конечно же, лучше начинать с D1, но если есть желание и время торговать внутри дня, то с часового графика. Самое главное — пробовать различные таймфреймы и искать, что подходит для вас, для вашей скорости принятия решений, для вашего графика и для вашей торговой стратегии. На этом у меня все. С вами был Павел, специально для сайта telab.com.